Собаки из русской классики, из наскальной живописи Древнего Египта и даже с Гавайских островов. Сегодня вы узнаете больше о вымерших породах. Когда-то они были так распространены, что никто и не задумывался о том, что они могут исчезнуть. Тем не менее, это все же произошло. А в конце ролика я покажу вам такую породу, которой на самом деле никогда не существовало, хотя о ней регулярно писали в местных газетах и книгах. Интересно? Приятного просмотра! Меделян. 18-19 век, расцвет культуры, появление первых фотографий. И только благодаря этому и этому изображениям, а также упоминаниям в литературе, мы знаем о существовании такой породы, как меделян. Крупные, с огромной головой, мощными челюстями и сильным быстрым телом. Именно так можно описать этих собак. Кроме того, они очень умны и привязаны к своему хозяину, поэтому неудивительно, что меделяна использовали преимущественно для охоты. Откуда же он вообще появился и почему исчез? Давайте разбираться. Происхождение этой породы собак не было с достоверностью известно даже в прошлых столетиях, поэтому и сегодня нам остается только довольствоваться лишь гипотезами, выдвигаемыми в то время. Так, некоторые кинологи считали, что меделян был завезен на Русь из Египта, другие же связывали происхождение породы с Британией и ее завоеванием Римской империей. По этой версии название меделян произошло от названия города Милан или в древности Медиалан. Ну а что, звучит правдоподобно. Но наиболее интересную версию предложил ученый Виктор Преклонский. Он отверг версию с Римом, поскольку там не было сохранено никаких записей и фотографий с собаками этой породы, то есть не было абсолютно никаких следов ее существования. А потом назвал меделян исконно русской породой, происходящей из старинных травильных практик. Что это за практики? Своего рода собачьи бои. Раньше они происходили регулярно. На площади собирались люди и травили собак друг на друга. Та же из собак, которая особенно выделялась своими качествами, постоянно побеждала, почти не получая никакого урона. Эти непобедимые питомцы и назывались недельными, а сокращенно неделянами, созвучно названию породы. Эта версия становится более правдоподобной, когда начинаешь изучать, почему эта порода исчезла. А все потому, что главным ударом по ней стало запрещение во второй половине 19 века той самой травли. Тогда меделяны стали преимущественно цепными, одомашненными собаками. И из-за этого отсутствия естественного отбора начали вырождаться. Потом неграмотная селекция, Вторая мировая война, революция. Так меделяны окончательно и исчезли. Впрочем, неудивительно, по похожим причинам вымерли и многие другие породы собак. Талтанская медвежья. В индейском племени Талтан, проживавшем на территории Канады сотни лет назад, была выведена необычная порода собак. Выглядела она вот так. Внешность, сочетающая особенности терьера и лисицы, компактный размер, мощное телосложение и энергичная походка, живой, внимательный взгляд, прямые острые уши. Сочетание элегантности и силы делало собак этой породы идеальными компаньонами для охоты на медведя. Именно так талтанские медвежьи собаки и получили свое название. Представители этой породы были выносливыми, адаптированными к холоду и прекрасными пловцами. Их рацион состоял из небольших кусочков птицы, мяса и рыбы. Важным элементом культуры племени Талтан были ритуалы, проводимые перед охотой для возбуждения охотничьего инстинкта у собак. Вот описание некоторых из ритуалов. Питомца ударяли по задним конечностям костью волка или помещали в платяной мешок и перекидывали через плечо. Странно, не так ли? Как это вообще помогало собакам охотиться? Бред какой-то. С приходом белых исследователей, с появлением на континенте собак других пород, талтанские медвежьи стали постепенно вымирать. Кроме того, некоторые представители были вывезены с континента в Европу, где погибли от чумы, изнуряющей жары и проблем со здоровьем, связанных с изменением рациона. Последний представитель породы скончался в 1951 году. Гавайский пой-дог. Собаки, о которых я вам сейчас расскажу, также впервые появились в племенах. Вот только не индейцев, а гавайских аборигенов. И эти первобытные люди использовали бедных песиков совсем не для охоты. Ну, обо всем по порядку.
Гавайи – райское местечко, волшебные пляжи с белым песком, бирюзовые волны Тихого океана, яркое солнце и чистый воздух. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Гавайские аборигены нашли ответ на этот вопрос быстро. Для счастья не хватает пищи. На острове много фруктов и рыбы, но совсем отсутствуют млекопитающие. Есть разве что летучие мыши. По крайней мере, так было до тех пор, пока полинезийцы не завезли на остров свиней, крыс и собак. Со временем в результате случайной селекции на острове появилась совершенно новая, неизвестная до этого науке порода – гавайский пой-дог. Пой в переводе с гавайского означает «основное блюдо». Да, гавайцы использовали этих бедных песиков в качестве еды. Как выглядела эта порода? Ни одно сохранившееся произведение искусства или фотография не приписываются именно породе пой-дог. Хотя, конечно, есть, например, вот такое изображение. И если судить по нему, то у этой собаки, кажется, были уши, хвост и несколько лап. Вроде как даже не 4. А еще очень большое круглое тело. На остров приезжали различные западные художники в разное время, в 18-19 веке, но они обычно изображали собак породы пой-дог не совсем подлинно. Часто это был скорее собирательный образ, чем картина с натуры. Французские кинологи Барбара Лаумала и Маргарет Титкомб согласились, что лишь один из набросков, датированный началом 19 века, наиболее точно показывает собаку данной породы. Таким образом, это единственное сохранившееся изображение. Гавайский пой-дог вымер, когда аборигены отказались от употребления мяса собак в пищу, так как на острове они не были пригодны для каких-либо других целей. Чиенгри. Кстати, о французах. Во Франции также существовали некоторые породы собак, которые сейчас считаются вымершими. Например, чиенгри или серая гончая Сент-Луиса. Вот что известно о ее внешнем виде. Серая шерсть с рыжими или белыми пятнами, средний размер, высокие и тонкие лапы, изящное телосложение. А еще ласковый, дружелюбный характер и верность хозяину. Чиенгри – гончие собаки, которые проживали на королевском дворе Франции с 1250 по 1470 год. Вообще удивительно, что сохранились какие-то данные о ее внешнем виде, ведь это было так давно. Даже доподлинно известна история происхождения породы. По мнению Карла IX, Людовик Святой привез этих собак во Францию из Татарии. Он получил их в качестве подарка во время своих крестовых походов. Чиенгри также использовались для охоты на медведей и кабанов в густых лесах Франции. Ведь эти собаки отличались не только своим изящным внешним видом, но и уникальными охотничьими навыками, которые позволяли им успешно справляться с крупной дичью. К сожалению, с течением времени и изменением приоритетов в охоте, а также из-за смешивания пород и множественных революций, чиенгри постепенно исчезли. Южная гончая. Давайте посмотрим в другое европейское государство – Великобритания, 17 век. Судя по записям, в стране загадочным образом в этот период появилась новая порода собак – южная гончая, происхождение которой неоднозначно. Большинство исследователей предполагает, что южная гончая произошла от охотничьей породы талбот, очень распространенной на территории Англии в средние века. Другие же уверены, что это самостоятельная аборигенная порода, что в принципе тоже возможно. Думаю, здесь уже сложно докопаться до истины. Наверняка известно лишь то, как эти собаки выглядели и для чего использовались. Это были крупные, медлительные питомцы, обладавшие отличным нюхом. Их брали с собой на охоту на зайцев и оленей из-за их способности настойчиво преследовать добычу. Та самая медлительность сыграла с этой породой злую шутку. В 18 веке собак заменили более быстрыми фоксхаундами, а южных гончих стали скрещивать с борзыми для увеличения скорости, но это не дало положительного результата, а лишь уничтожило породу. Индийская заячья. За зайцами гонялась и другая порода, причем на другом континенте, в другой стране, в Индии. По крайней мере, я именно так и подумал, когда услышал название этой породы – индийская заячья. Оказалось, все совсем не так. Ну или немного не так.
За зайцами порода действительно гонялась, вот только индийцы тут ни при чем, потому что во всем замешаны индейцы. Именно на севере Канады в результате древнего процесса естественного отбора и одомашнивания койотов появилась индийская заячья. Индейцы выделяли самцов и самок с нужными характеристиками, такими как дружелюбие, скорость, выносливость и отличный нюх, чтобы создать собак, идеально подходящих для охоты на мелкую дичь. Так и получились эти небольшие, с длинными ушами и хвостом, покрытые пушистой шерстью, с серовато-черными пятнами питомцы, незаменимые компаньоны на охоте. Позже они вымерли в результате скрещивания с другими собаками в XIX веке, а также из-за изменения методов охоты аборигенов. Хотя, конечно, некоторые исследователи считают, что данная порода все еще существует в несколько ином виде. Той-траулер спаниель. Это Кинг Чарльз Спаниель, а на этой фотографии его далекий родственник, и они очень похожи друг на друга. Тем не менее, это две совершенно разные породы, одна из которых, к сожалению, полностью вымерла. Той-траулер спаниель возник предположительно в XVI веке от оригинального Кинг Чарльз спаниеля и Сассекс спаниеля. Считается, что порода начала формироваться на фоне популярности миниатюрных собак, ставших тогда объектом повышенного интереса в Европе. И новая порода как раз отличалась крошечными размерами, маленькой головой, длинными ушами, курчавой шерстью и пропорциональным телосложением. Она была представлена различными окрасами, но чаще всего встречались черные или красные с белыми отметинами. По описаниям, представители этой породы имели очень милый характер, но одновременно отличались смелостью и отвагой. Уже к 1920 году той-траулер спаниель оказались на грани исчезновения. Последняя особь, Робин, родилась в 1911 году. Именно ее чучело в настоящее время хранится в Трингском музее естественной истории. Английский водяной спаниель. А вы знали, что те самые Кингс Чарльз спаниели тоже когда-то считались вымершими? Порода возникла в XVI веке. Первые Чарльз спаниели принадлежали английским лордам, а затем с падением монархии исчезли. И лишь спустя сотни лет американский заводчик Росвелл Элдридж решил восстановить породу по старым картинам. Со спаниелями почему-то вообще все очень сложно. Есть еще одна порода, которая считается вымершей – английский водяной спаниель. Это, кстати, очень интересный и необычный представитель, потому что он отличался своими уникальными навыками плавания и свойствами шерсти. Давайте рассмотрим подробнее. Впервые данную породу упомянул в своих работах доктор Джон Каюс в 1570 году. Именно эту дату принято считать началом истории английских водяных спаниелей. В книгах эти собаки описываются как помесь колли, пуделя и спрингер-спаниеля с длинной вьющейся шерстью, часто белого или пепельного окраса. Говорят, что она также была водонепроницаема, что позволяло водяному спаниелю отлично чувствовать себя в воде. Он ловко нырял и быстро плавал, поэтому со временем ему нашли применение в охоте на уток. После 4 столетий разведения в конце 20 века порода исчезла. Возможно, это связано с изменением моды. Кстати, фотографий с данной собакой не сохранилось. Остались только немногочисленные картины и воспоминания современников. Тисем. А это, пожалуй, самая древняя порода в моей подборке. Тисем. Собака родом из Древнего Египта. Предполагается, что новый тип был выведен народами Нумидии и страны Пунт. Ушастые, напоминающие борзых, были результатом древнего культурного обмена, в том числе с более развитыми цивилизациями, такими как Месопотамия. Древние египтяне описывали тисем как собак с вьющимся хвостом, серовато-желтой шерстью, длинными ногами и прямыми заостренными ушами. Сохранились и изображения с данной породой на гробницах фараонов, а внутри пирамид найдены останки. Вероятно, любимых питомцев погребали вместе с умершими в качестве сопровождения в загробный мир. Вообще, в древнеегипетском обществе было множество ритуалов и обычаев, связанных с собаками. Они не только использовались на охоте, но и служились покровителями и защитниками домашнего очага. Изображения собак, включая тисем, могли помещаться на амулеты и талисманы для защиты от злых духов и болезней. Но порода исчезла, что связано, скорее всего, с изменением предпочтений в разведении собак в Древнем Египте. Здесь стали больше цениться новые типы с висячими ушами и прямым хвостом, такие как салюки.
Русский желтый ретривер. Вы готовы узнать, что за порода, о которой регулярно писали в местных газетах и книгах, но ее на самом деле никогда не существовало? Русский желтый ретривер. Вот как он выглядел. Никого не напоминает? Это изображение из питомника Сент-Хубертс, который открыл полковник Тренчем в 1880-х годах. Он вел активное разведение этой линии, причем делал это достаточно закрыто, не приливая кровей каких-либо других собак. И вот ему в начале 20 века в голову взбрела мысль, что этот самый желтый ретривер имеет исконно русские корни. Он даже съездил на Кавказ в поисках доказательств. Хотел найти там подходящих собак-предков, но вернулся ни с чем. И знаете, какую он придумал отговорку? «Я не смог никого найти, все собаки были в горах». Тем не менее, многие верили ему. В 1915 году даже появилось отдельное упоминание породы «Русский желтый ретривер» в книге «Собаки всех наций». Здесь размещено ее фото и краткое описание внешних данных. Но порода никогда не была официально зарегистрирована, а исследователи уже позже, после смерти полковника и всех его собак, говорили: сходство между этой вымершей породой и золотистыми ретриверами поразительно. А вы что думаете по этому поводу? Даже сейчас некоторые породы собак находятся на грани исчезновения. Дирхаунды, ирландские волкодавы, немецкие пинчеры, короткошерстные колли. И если вы вдруг являетесь фанатами этих пород, то обязательно приобретите себе такого щенка, пока не поздно. А если вдруг это стоит очень дорого, а у вас нет денег, я знаю, как найти выход. Вы можете стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Спасибо за просмотр.